Вот здесь частный сектор. Все в ограждениях. Тут, правда, асфальт такой, как, не знаю, из жопы уже старый, его переделывать будут. Но везде все в ограждениях, аккуратно. Везде заборы. Если какие-то маленькие клумбы или насаждения есть, они все огорожены. И я не показываю, как все красиво сделано в центре. Моя цель — ездить по селам, по деревням и показывать аулы. Вот именно как люди живут в аулах, в японских. Вот это вот японский аул. То есть это вот мой район. Вот такая дорога в ауле, собственно говоря. Типа как асфальт есть, но он неровный. Но грязи нет. Тут вот дом частный. Здесь, по-моему, вот это вот больница. Да, вот эта больница, это стоянка в больнице. Вот мы заходим прям в самые аулы. Я не люблю ходить по нализанному центру и так далее, потому что, конечно, там все красиво, там все цивилизованно. У меня район ближе к центру. На метро до центра ехать 8 минут. И я показываю, как выглядит район, когда заходишь вот прям в самую гущу. Бесконечно можно говорить о том, как японцы придерживаются высоких стандартов чистоты. Их необычайная преданность этому принципу проявляется повсюду. Достаточно посмотреть на обувь любого японца, чтобы понять, что мусор и грязь на дорогах практически отсутствуют. Конечно, пыль присутствует везде, в том числе и в Японии, но японцы не знакомы с такой степенью загрязнения дорог, какую я, например, лицезрела ежедневно у себя на родине. У нас 2 дня была буря, пришла с Монголии песчаная буря, поэтому машины, естественно, все вот такие вот засранные. Но это не значит, что это всегда вот такие машины, заляпанные пылью. Обычно их сразу моют, чистят, и примерно там в Японии раз в 2 недели помыть машину — это вполне нормально. Грязи на японских дорогах не увидишь, даже если свернешь в любую глубинную подворотню. Вероятнее всего, кто-то снова прицепится к моим словам, упоминая климат, географическое положение, часовые пояса и другие несущественные факторы, утверждая, что если бы японцы пожили бы в Сибири со снегом по пояс, гололедом и адской смесью химических реагентов, от которых зимой плавится подошва, то сразу бы запели по-другому. Но я на это готова возразить и привести в пример не Токио, где климат действительно более мягкий и нет зимы, а мое наидрагоценнейшее Хоккайдо, самый северный остров Японии, где за 3 зимних месяца выпадает более 300 мм осадков, сугробы вырастают по 3-4 метра, бывают морозы и гололед, только вот химические реагенты японцы не используют, так как они топят за природу и берегут ее. Вместо этого дороги посыпаются мелкой каменной крошкой, которая в свободном доступе хранится в специальных железных ящиках, установленных на обочинах дорог, и которая потом посезонно убирается и перерабатывается, и которая килограммами несется в дом, и которую также очень трудно выковыривать из рифленой подошвы обуви. Да, это все прекрасно, но как же там обстоят дела с грязью на дорогах? Я не знаю, как японцы делают так дороги, каким образом они так делают дороги, но посередине, если присмотреться, они делают как-то полукругом, что ли, то есть получается вот так вот.
Действительно, японцы продолжают совершенствовать свою дорожную и городскую инфраструктуру, не ограничиваясь стандартными решениями. Например, на Хоккайдо в некоторых местах дороги и тротуары строятся приблизительно под углом 3-5 градусов, чтобы предотвратить скопление и разбрызгивание воды во время обильных дождей. Также в Японии отсутствует равномерный высокий бордюр, он весь волнообразный. Заниженный бордюр можно наблюдать не только у зданий с небольшими парковками для въезда и выезда машин или возле автобусных остановок. Его можно увидеть на всех перекрестках, что облегчает беспрепятственное передвижение велосипедистам и людям с ограниченными возможностями. Культура чистоты в Японии внушается и прививается с раннего детства. Пройдясь вдоль дорог по тротуарам, не найдешь ни дворников, ни урн, однако при этом нет мусора и грязи. Почему так происходит? Грязи нет потому, что все зеленые зоны находятся за плотными ограждениями так, что уровень грунта расположен ниже дорожной поверхности или хорошо перекрыт бордюром, что предотвращает смывание почвы на дорогу во время дождей и ливней. А мусора не увидишь потому, что в любом комбине типа 7-Eleven и супермаркетах стоят раздельные мусорки под сжигаемый и несжигаемый мусор, так что можно прийти и выкинуть туда, не соря при этом на улицах. У нас сегодня дождь со снегом, зашибись погода. Все огорожено вокруг здания. Здание двухэтажное, это какая-то компания. Сама клумба огорожена плинтусом, и чтобы на тротуар сюда земля не неслась, она огорожена высоким забором таким. Система ливневок также тщательно продумана. Это не просто колодец с решеткой, который может переполниться при первом же сильном дожде. Японские ливневки обычно все открытые и глубокие на полметра, хотя в некоторых местах они бывают и закрытые, но такой тип ливневок на Хоккайдо считается устаревшим. Их можно встретить разве что за городом, в деревнях и селах и в местах, где много полей. В городе у ливневок нового поколения узор сетки удобный в применении и легко и регулярно очищается. Вот еще ливневка широкая такая, она тоже вдоль парка. То есть парк продуманно очень сделан, ливневки идут по всем дорогам. Вот линия, соответственно, вот линия, с другой стороны здесь тоже линия. И ограждение, чтобы земля не сыпалась. Вот сколько мы уже прошли, все дороги чистые, собственно говоря. Еще я обратила внимание, что в каменное ограждение вставлены вот такие трубки. Я так думаю, что эти трубки нужны для того, чтобы грунтовые воды сливались вот сюда. Они прям, кстати, в ливневку и сливаются. Если будет идти сезон дождей или какой-то просто сильный ливень, или же вот зимой много снега, тут по 3 метра выпадает, все это тает и через вот эти трубочки выливается опять же куда? В ливневку. Вон они натыканы везде. Вот еще ограждение. То есть там, где есть земля и вот такие ограждения каменные, есть вот такие трубки для отхода грунтовых вод. То есть вот вдоль всех стен идут эти трубочки. Точно так же не разрушает елочное корневище, елочные корни не разрушают каменную кладку. Почему? Потому что каждая елка выложена, опять же, вот такой решеткой. Я не знаю, как они так делают, но нету такого, чтобы корни поднимались наверх. Японцы прям до такой степени так продуманно все делают. Я вообще в шоке.
Что касается городских стройплощадок, то каждый объект перед ремонтом или же сносом здания тщательно упаковывается специальным плотным полотном для предотвращения несчастных случаев и распространения строительной пыли. Здесь нужно отдать должное строителям и водителям габаритных машин, которые даже в дождь работают с распылителями на экскаваторах-демоляторах, а по окончанию рабочего дня, поддерживая чистоту, тщательно убирают строительный мусор, моют шины и гусеницы машин, тем самым устраняя источник грязи. Не только городские улицы, но и горные серпантины оставляют приятное впечатление благодаря своей чистоте, несмотря на то, что из-за обильных осадков они более подвержены сильным оползням. Как же это удается? Японцы укрепляют горные склоны бетонными плитами с отверстиями для дренажа дождевой воды. Кроме того, у подножия гор устанавливают все те же ливневки, которые собирают и удаляют грязь и воду так, что дороги остаются чистыми и безопасными для движения.